Здравствуйте, с праздником, друзья! Сегодня нам надо будет показать, как работать с новотоном, но не типичный случай, а несколько иной вариант работы. Я выбираю все как обычно. Новотон, плата у меня LAB091P, EC там NPCE 288N. Значит, вот мы выбираем материнку, отправляем настройки, шлейф у меня на 24, тип у меня А. Вот это как его подключить. У меня все подключено, питание пока не подключено. Вот я подключаю питание. Здесь я частоту сделаю 15, у меня на 15 стабильно все работает, поэтому у меня будет 15, чтобы быстрее это все было. Галочку использовать ладер я убираю, то есть я буду работать на регистрах. Как вы заметили, появляется вот такая вот штучка. Чуть позже я сейчас к ней вернусь. Пока все как обычно, да? То есть мы настройки отправили, файлик пока не трогаем, получаем ID-шечку. По подсказкам, значит, чтение все как обычно. По записи, если мы вот эту штуку All-Flash не трогаем, здесь все как обычно. То есть правая кнопка мыши у нас только стирает всю флеш-память полностью. А левая кнопка стирает, потом записывает, потом верифицирует то, что мы записали. Тут все понятно. Значит, случай, когда... обычный случай, давайте покажу, чтобы было понятно. Значит, я вот выбираю некий файл, вот хочу его записать. Допустим, я правой кнопкой мыши могу стереть, но чтобы время не тратить, я сразу нажимаю левую кнопку, буду записывать. Да, я уверен, что хочу записывать. То есть, вот он стирает, записывает. Работаем мы на регистрах, частота 15 МГц, чтобы побыстрее это было. Вот мы записали, вот мы сверили. Значит, NPCE 288N у нас 128 килобайт, поэтому я здесь ничего не трогал. Вот. И то же самое по чтению. То есть, если я левую кнопку нажму, будет чтение. Если правую кнопку, то я сравню содержимое буфера и EC. Embedded Controller. Мультик. Или то, как кому нравится. Значит, нажимаю правую кнопку. Напомню, в буфере у меня сейчас находится некий файл. Рандомный, неважно. Он 8 мегабайт, но в мульт залезло всего 128 килобайт. Вот я нажимаю правую кнопку мыши, я делаю сверку. Все замечательно, связь здесь не рвется. Можно сделать это на регистрах, это будет еще быстрее. Не суть. Значит, в чем проблема? 288, 388N. Никаких проблем, что на регистрах, что на загрузчиках, никаких проблем не возникает. Проблемы начали возникать с некоторыми 68А, 68Б. Вот данный сейчас случай, почему вот это нужно было сделать на пробу, это NPCE 38APB1DX. Коллега из Казахстана наткнулся, чтение работает замечательно, при записи рвется соединение, причем соединение рвется в интервале от 8 до 10 секунд. То есть, какую бы мы частоту ни выбрали, на чтение это не влияет, на запись всегда стабильно в течение 8-10 секунд отваливается связь. То есть, так как у этого мультиконтроллера 256 килобайт, то, соответственно, и загрузчик не работает. То есть, мы работаем на регистрах. Соответственно, за эти 8-10 секунд связь рвется. Фактически не успеваем его записать полностью. А с загрузчиком не работает. С загрузчиком скорость хорошая. Все бы успели в это временное окно втиснуться. Не знаю пока почему так. Значит, было предположение, ввиду того, что временной интервал очень стабильный и наталкивает на мысль, а может быть это watchdog. Это во многих микросхемах есть так называемый узел программируемый, в котором можно выставить интервал, через который сбросится мультиконтроллер.
разные уровни сброса, как будто бы при включении питания, сброс там только регистров процессора с переходом на начало адреса его прошивки, ну, кода команд. В общем, не суть. Есть так называемая спящая собака, которую мы взводим, и она сбрасывает мульт. Думали, что это оно. Вот это вот данные с этого мультиконтроллера. По вот этим регистрам есть кусочки документации по вот этим регистрам. Понятно, что здесь спящая собака выключена. И она еще не участвует. То есть, ну, либо она как бы не задействована. Ну, в общем, я надеюсь, что я не ошибся. Здесь не в спящей собаке дело. То есть, я не знаю пока, в чем причина обрыва связи на этих мультах. Документации никакой нету, примеров кода, соответственно, нету. Производитель посылает лесом, потому что эти мульты только для производителей платформ. В общем, пока по ним ничего интересного нет. Поэтому делаем методом, ну, почти как методом тыка. В данном случае я показываю костыль, костыли мы же любим, который позволит в несколько этапов записать прошивку в наш мультиконтроллер. Теперь возвращаемся к нашим попугаям. То есть, всю вот эту болтологию, что я до этого говорил, значит, сводим к одному. Некоторые мульты не успевают во временном окне записаться полностью. Связь рвется. Ни с загрузчиком, если он работает, ни без загрузчика. Ну, в общем, рвется и все. Вот просто как решить эту проблему на данный момент. Значит, вот, допустим, мы выбрали 120, вот у наш мультиконтроллер, вот у меня конкретно стоит 288, у него 128 килобайт. Значит, вот здесь вот выбирается часть, всего частей 4. То есть, вот, first, первая, вторая, третья и последняя. Ну, я не стал называть там четверкой, ну, вот, причем последняя, 4 части. Значит, что вот это делает? В зависимости от того, какой размер вы здесь выбрали, 128 килобайт, например, он будет всегда делить на 4 части. То есть, первая часть, вторая часть, третья, четвертая. Соответственно, если у нас 128 поделить на 4, то у нас что получается? Пополам это 64, на 4 это 32 килобайта. Значит, я открываю файл, рандом, 8 мегабайт. Выбираю. Ну сначала давайте я сотру его. Значит, соответственно, сотру его. Стерли. Я работаю на регистрах. Когда мы включим загрузчик, это окошко уйдет. Работаем на регистрах. Значит, я выбираю первую часть. Обратите внимание, пока вот здесь стоит вся флеш, какая подсказка на кнопке Write. Значит, левая кнопка последовательно стираем, записываем, верифицируем. Правая кнопка стирает полностью, только. То есть мы сейчас мульт стерли. Значит, я выбираю первую часть. Навожу на Write, что делает? По левой кнопке он только записывает. Мы не тратим время на стирание и после записи на сверку. И правая кнопка стирает точно так же полностью всю флеш. То есть мы стерли предварительно, либо вот сейчас можем еще раз стереть, не суть. Мы стерли флеш. Значит, в буфере у нас наш файл. У меня размером он 128 килобайт будет записываться, потому что размер флеша я выбрал 128. Первую часть выбрали, правой кнопкой мыши, левую кнопку мыши нажимаем, записываем часть. Обратите внимание, что будет сейчас писать в логе. Значит, вот эту строку я не стал убирать и здесь мудрить, что это не 128. Это просто я оставил для того, чтобы мне потом по логам понять, какую часть и правильно ли он поделил. Ну, то есть я пойму, что 128 поделим на 4, значит, вот мы часть записываем 32 килобайта, 32 768, это 32 килобайта. Стартуем с адреса 00. То есть в мульте мы будем записывать от адреса 0, 32 килобайта. Вот он сейчас конкретно это сделал, записал. Ну вот давайте мы сейчас считаем и в буфере посмотрим. На считывание вот это вот не влияет. Это выбор вот этих вот кусочков влияет только на запись.
Значит, мы записывали первый кусочек, то есть стартовый адрес с нуля, 32 килобайта. Это у нас получается с 8 тысяч у нас будет чисто. Вот я шлепаю, вот. Ну, здесь ширина символов в строке большая, поэтому здесь адрес не чистый в ноль. Поэтому, ну вот, понятно, да? То есть, вот здесь вот это уже у нас, вот это вот еще до 8 тысяч. А вот это уже с 8 тысяч. Дальше. Значит, еще раз файл откроем, потому что я сюда считал. Точно так же теперь давайте еще раз. Первый раз. Первый записываем кусок. Записали. Все, этого времени достаточно. Второй кусок. Записали. Третий кусок. Просто вот тупо записываю пока все 4 куска. Обратите внимание, адреса. Да? Понятно, да? И последний кусок записываю. Итого мы записали 4 куска по 32 килобайта, 128 килобайт. То есть в 4 приема мы залили в мульт прошивку. Значит, для чистоты эксперимента вот я еще раз открываю вот на мой рандомный файл. Очищаем здесь. И я на read правой кнопкой мыши сверяю содержимое моего буфера и мульта. Ну, соответственно, 128 килобайт всего, потому что у нас мульт. Все. Комплит. То есть то, что нужно, мы кусочками записали. Ну, как-то вот. Поэтому вот пока такой костыльчик. Ну и с Пасхой, господа. Всем здоровья, счастья, удачи. Ну вот как-то так, наверное. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, отписывайтесь. Жду результатов.